Вот такой вот крутой хаб Орика. Это хаб с кейсом для SSD. Покажи, пожалуйста, лисичка. Это выглядит вот таким вот образом, который имеет и LAN RJ45, и два вывода под мониторы, то есть можно 3 монитора при использовании, 3 экрана при использовании ноутбука использовать. При этом он очень высокоскоростной, с поддержкой 10 гигабитного внешнего дополнительного USB Type-C, плюс у нас есть вывод, вернее ввод сюда 100 ваттного Power Delivery вы можете подключить, и есть огромное количество интерфейсов. То есть это интерфейс 12 в одном. Я раньше пользовался Minix, вот таким вот. Но он уже устал, некоторые карточки, SD-карты он не видит. Хотя он был очень крутой, то есть он полностью алюминиевый. И у него тоже там LAN RJ45 на 1000 мегабит, два порта USB 3.0, но, к сожалению, немножко устаревшего формата. И не было абсолютно никакого Type-C дополнительного. То есть я мог только питание подать и на HDMI вывести. Но мне нужно, чтобы у меня было, во-первых, 3 монитора, во-вторых, у меня есть вот такой вот ноутбук. Вот если ситуация, да, у вас есть ультрабук, низкоинтерфейсный, в том плане, что у него кроме там вот 2 Type-C-шки есть. Все. Ну нет больше ничего. Есть HDMI, который в этом ноутбуке, кстати, не работает, треснуло на плате, упал. И есть USB 2.0. Все. С добрым утром. И картридер вот такой вот куцый. Что делать? Что делать? Конечно же, вот такая штука. У меня был вот такой вот Ugreen на 40 гигабит. Это классная 40-гигабитная платформа. И с таким вот 40-гигабитным ультимативным кабелем, покажи, пожалуйста. Это прям топовая тема с активным охлаждением. И про активное охлаждение я говорю не зря, потому что вот этот вот Орика, он тоже имеет активное охлаждение в этой части. И у него магнитная крышка. Понимаете? Легкий доступ, гарнитуру можно подключить еще и на ножках. На резиновых. Кстати, очень прикольно. Поэтому для меня вот этот вот вариант, даже то, что он не 40-гигабитный, а 10-гигабитный, намного интереснее, чем другие варианты, потому что, сколько вы будете, допустим, использовать 40 гигабит на полную мощность. Да вы найдите еще те диски, которые могут реализоваться на полную мощность на 40 гигабит. Это какие? PCI-Express 4X4 во внешний карман ставить? Ну, извините меня. Поэтому сегодня мы с вами рассматриваем конкретно вот этот Орика. Есть, кстати, версии дешевле, о них я вам сейчас дальше скажу. Мы с вами сейчас подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки в описании под видео. И, конечно же, переходим, распакуем, потестируем и сделаем выводы. Так, смотрим. Смотрите, Орика, док-станция с M2 SSD. Тут у нас заявлена док-станция M2 P111 модель. Теперь размеры, больше ничего тут. USB-C 10 гигабит. Ну и написано, что M2 NVMe и NGFF поддерживает. Опять же и Type-A, и Type-C, и Type-A 5 по 2. Ну короче, все высокоскоростные. HDMI 8К30, либо 4К 60 Гц, либо DisplayPort 8К30, либо 4К 60 Гц. Ничего себе заявка на победу, кстати. Сейчас будем посмотреть. А вот теперь прикол. Смотрите, прям вообще топ. Потому что здесь есть под него кейс переносной. Смотрите, раз. Как это сделано. Круто. Ребята, это просто невероятно. Кроме того, что тут есть кейс. Есть мега крутой кабель Type-C, Type-C. Есть у нас система охлаждения для SSD. Ага, тут ее еще открыть надо, да? Так, открываем. Есть система охлаждения. Под ней есть огромный набор термоинтерфейсов. Они все под пленкой. То есть они здесь раз, два, три. Раз, два, да. То есть можно, в принципе, диск заделать. Отлично. Это крепление самих дисков к плате. Сейчас смотрим на сам по себе кейс. Ух ты ж, елки-палки, а. Посмотрите на эту красоту. Значит так, вставка вот эта металлическая, вот это у нас пластик на магнитах. Видите, он магнитный. Внутри сам по себе NGFF. И что у нас тут снизу есть? А больше ничего нет. Смотрите, что у нас здесь есть. Выход под наушники от компа. LAN RJ45, DisplayPort, HDMI. Сюда ПК, сюда зарядка 100 Вт идет. То есть по факту, сейчас будем когда подключать, посмотрите. Есть у нас вход для microSD и для обыкновенных SD-карт, и 3 порта Type-A, и есть еще Type-C 10 гигабитный порт. Вот это очень удобно. Кстати, наверное, на смену моему Minix придет. Ура! Уже пришло время, короче, да. Да, уже все. Теперь
Чтобы замонтировать нашу систему охлаждения, у нас... Олик, обтиск. Да, я использую этот Орика. Кстати, когда я делал на него обзор, мне кричали, он столько не проработает. Сколько у нас уже работает? Ой. Почти год, да? И при этом в Больше? такой он у нас побывал передряге. То есть вы просто-напросто снимаете вот эти штуки. Я сюда буду просто ставить потом другой диск. Я буду ставить сюда 4-терабайтник. Вы просто снимаете пленки, да, размещаете сверху через термоинтерфейс, сверху и снизу, да, по-моему, да? Вот таким вот образом. И защелкиваете. О, вот теперь вот он должен застегнуться. Все, да, вот теперь вот он защелкивается просто-напросто. И достаточно вам взять вот такую штуку, вставили. Их тут, кстати, 3, одну мы уронили. Запасной мы уже запасли. Да, запасную мы уже запасли куда-то вниз там. Вот. Ага. Вот, диск оно влезло. Вставляется сюда. И поворачивается. Все. У нас вот таким вот образом это все делается. Сверху одели. И у вас, что самое интересное, здесь есть еще прорезь для вентиляции. Чтобы вы понимали, это очень-очень правильное решение. Давайте, наверное, подключать и тестировать, что же он все-таки может. Начнем мы с того, что стоит он $67 и позиционируется как устройство 12 в одном. И вы можете сказать, да нет, подождите, я видел на Алиэкспрессе дешевле. Вы будете правы, потому что там есть и за 52, и за $30. Но вы немножечко путаете. Это у нас, вот конкретно эта модель M2P11, и она имеет 12 в одном. То есть у нее два порта вывода изображения, есть LAN J45, а вот это вот у нас 10 в одном. И это у нас модель M2P9. То есть вот это вот M2P9, они здесь так и пишут. И здесь нет второго порта вывода именно изображения. И нет выхода под гарнитуру, что очень немаловажный аспект. Поэтому есть, кстати, за $30 там вообще один порт без лана, без охлаждения активного. То есть если здесь еще есть активное охлаждение, то есть вот эта версия конкретно с активным охлаждением и на самом максимале. Давайте посмотрим хайлайты. Они тут прям акцентируют внимание на то, что здесь есть активное охлаждение, 12 портов. Upgrade Cooling, ну это, короче, по сравнению с младшими версиями, 3 монитора, Expand Mirror. Это значит и расширение, и на мирроринг работают. Трансфер спид 10 гигабит, ну, бесплатная коробочка. И тут они, видите, даже расписывают порты. Power Supply, 2 порта вывода HDMI, COM, DisplayPort. Объясню, почему пишется про 3. Это значит, что еще экран ноутбука они учитывают в участии мультимониторинга. Порты 5 гигабит, 10 и 8 терабайт максимально на NVMe и NGFF. То есть он может конкретно работать и с SATA 3, и с NVMe дисками. Но тут тоже есть определенное но. Смотрите, работает на тройном экране, это значит A, B, C, видите каким образом. ABB поддерживается, но это конкретно только на Windows системе, видите, ABC. ABB на Windows и на Mac системе это один монитор ноутбука и 2 зеркала на B, и AAA мод это полное зеркалирование 3 экранов. То есть самое полноценное ABC режим у нас работает только на Винде, на Mac'ах, к сожалению, такой не работает. Ну и здесь пишут базовые разрешения, что на внешний монитор 8К 30 Гц на один экран, либо в дуале работает 4К 60 Гц. На Mac'ах 8К, конечно же, нет поддержки физически, поэтому там только 4К 60 как в сингле, так и в дабле. Да, интерфейсы подходят все размеры от 2230 до 2280 и поддерживаются MK, BM ключ и BK не поддерживаются в чистом виде. Ну и тут опять же про 10 гигабит они что-то там рассказывают. Ну, видите, показывают само по себе охлаждение, показывают, как у них это охлаждение работает, имеется в виду температуры. То есть контрольное тестирование в 30 минутах они обещают 51 градус. Кстати, к телефонам можно подсоединить, к планшетам, к ноутбукам. Это все очень даже классно работает. И совместимо с Windows, Android, Linux, Mac.
Как же мы его подключили? Смотрите, все очень просто. Ну, SSD-шник у нас установлен. Мы полностью его завели на термоинтерфейсы. Подключили очень быструю карточку до 170 мегабайт в секунду. Ну, здесь мышка у нас. Теперь LAN RJ45 гигабитный. HDMI на 4К 60 Гц. Подключили сюда к компьютеру и подключили питание. Сразу мы проверяем питание. Показывай. Видишь, питание он пробрасывает. То есть, если я выключаю, у нас питание пропадает. Если я включаю, мы, получается, сразу питание у нас появляется. То есть, это уже заработало, поддерживает. Это, кстати, вот Type-C-шечка Power Delivery конкретно на 100 Вт. Отлично. Теперь, что вот это вы видите? Здесь 10-гигабитный порт. Как его проверить? Мы подключили сюда SSD-диск еще один. Это 40-гигабитный югриновский, очень быстрый, с 40-гигабитным кабелем. То есть мы здесь получим максимум. То есть он должен, по идее, здесь показать гигабит, ну, либо 8,5, 8500, вот приблизительно мегабит, как они пишут. Ну, короче, как-то так. Ну и Type-A тоже также проверим. Я думаю, что можно проходить уже на запись экрана и смотреть сами результаты тестов. Но начнем мы конкретно с мультимониторинга. 3 монитора есть. Первый у нас это конкретно тот, который в эмуляции на 4К 60 Гц. Ну подожди, какой? Второй у нас на 4К 60 Гц в эмуляции, сейчас вижу. Давайте выставим. Да, он видит полные 4К, кстати. Он видит полные 4К. 4К включились. Давайте возвращаемся. Полный 4К, хорошо, он поддерживает не только 3840 на 2160, видит, по крайней мере, полные 4К. Хорошо, ладно. С этим отлично. По поводу быстродействия именно самого SSD-шника, у меня здесь подключено на нем 2 диска, видит exFAT и NTFS, но это от самой винды зависит. Давайте запускаем тест. И тут такие себе результаты тестов. Нас интересует прямое чтение, прямая запись. Объясню. Для того, чтобы понять, соответствует ли это 10-гигабитному порту, который, да, идет на ноутбук, как они заявляют, то нам надо 1047,91 умножить на 8. И получим 8383 мегабита. Да, это номинально примерно так и есть. То есть обычно 10-гигабитные порты показывают до 8,5 гигабит. Это так работает. Теперь, а как же нам проверить второй Type-C порт, который подключен? Я вам говорил, что там подключен второй SSD-диск. Вот он, на 320 гигов. Мы стартуем его в том числе и смотрим. Сейчас оно работает Type-C до самого хаба и от хаба Type-C на дополнительный хаб с SSD-шником. И здесь мы видим 1050. То есть это фактически примерно то же самое. 1050 умножить на 8, и мы понимаем, что там 8400 этот дополнительный порт есть. Ребят, все то же самое, все отлично работает. Ну, он сейчас тестирует. Давайте мы просто прямое чтение, для того, чтобы это было быстро, на 2. Просто прямое чтение проведем. Это будет, наверное, более показательно. 1051. И, кстати, очень хочется увидеть 1050 на 1038. Мы пока устанавливаем быстро Crystal Disk Info. И хочу посмотреть на диске D, на том же самом. Ну, это наш вот этот вот диск, который встроен в сам Orica. Запущу сейчас какой-нибудь сверхдлинный тест на джип, на прямое чтение. И посмотрю на температуру. Меня интересует диск D. 61 градус. Не 58, конечно, как они заявляли. 61, 62. Но это, в принципе, допустимая температура. Дело в том, что сам по себе NVMe, он горячее, чем NGFF. Они, конечно, схитрили. Они указали температуру для NGFF 62-63 максимальных и гуляет на 62 обратно. То есть мы достигли какого-то пика. То есть они немножко схитрили, показали 60-58 для, допустим, того же самого NGFF. Но если мы снимем наклейку самого диска, и я думаю, что зря я положил термоинтерфейс снизу, надо было просто ложить диском вниз, хотя на металл не особо хорошо на голый ложить вниз диска. Ну ладно, это не столь суть важно. Но сам факт того, что мы показываем правду, он заслуживает внимания, и не всегда он работает в таком варианте. Теперь мы должны с вами проверить еще карточку на 128 гигабайт, которая у нас есть. Это скорость чтения,
конкретно, давайте 128 поставим, конкретно SD-карта. Мы должны понимать скорость самого картридера. Ну, 95 мегабайт в секунду на уровне хороших картридеров. Дело в том, что картридеры зачастую на такие карточки, именно через USB, они зачастую так и работают. Работают хорошо выше картридеры, именно которые встроены в ноутбук, либо в компьютер на таких мощных картридерах. Таким образом работает. Здесь мы имеем с вами, ну давайте на прямое чтение, мы сейчас поставим конкретно прямое. И второе не будем ловить значение. Я хочу чтение и хочу запись посмотреть. Так что картридеры честные. Разница между microSD и SD всего лишь в расположении, в распиновке контактов, не более. То есть это один и тот же контроллер. И в целом получается, что у нас честный Orica. Ну у нас еще этот Lana J45. Проверим просто-напросто спид-тест. Самый обыкновенный спид-тест. Запустим. Главное, чтобы он был гигабитным. Запускаем. Ну, на загрузку у нас будет сейчас меньше гигабита, потому что у нас офис, и сейчас эта линия конкретно гигабитная делится на все офисы. Тут не будет гигабита. На выгрузку мы, наверное, получим больше. Но то, что здесь гигабитный порт, это мы уже видим. И честно, он будет работать отлично на этом. Вот, видите, пожалуйста, на фактический гигабит. Я сейчас хочу еще подключить на... Ну и в принципе я готов прорезюмировать данный девайс. Очень даже удобненький, хороший получился. Ну, знаете, я вам скажу, очень даже неплохо. Даже несмотря на то, что температура диска поднимается в пике 60-61 градус, для PCI-Express дисков это абсолютно нормально. И в случае подключения NGFF дисков, а это большой плюс, то, что здесь SATA 3 можно подключать, не только NVMe, там вообще температура будет постоянно низкая. Это немаловажный аспект. Поэтому, ребят, рекомендации есть. Я очень рекомендую данный девайс. Немножко шумноват вентилятор, я вам об этом честно говорю. И мне не нравится, конечно же, магнитная крышка. Лучше бы он прикручивалась, потому что вот в Югрине там прикручиваемая крышка, которую я открутил, потому что она меня раздражала. В общем-то, мой Minix уходит на покой, его заменяет вот этот Orica, и вы его будете теперь видеть постоянно в моих обзорах. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.